Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на Таро Шепса и Киро на замечательную тему. В вашей жизни скоро будет невероятная удача, она придет к вам. Я это почувствовала сегодня, и я поняла, что нужно срочно делать такой расклад, потому что в скором времени вас посетит просто невероятная удача, счастье. Что-то будет вот такое, что вы совершенно не ожидаете, да, от жизни такого подарка. То есть вот эта невиданная удача, она уже на пороге каждого из вас. И нужно просто понять, а в чем удача это именно будет для вас. Итак, достаю наши карты. У нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, оно может вам помочь. Вы его для чего-то нашли. И я думаю, что высшие силы просто так никогда никому ничего не посылают. Итак, давайте будем выкладывать наши 4 карты, 4 позиции. Первая карта — это что у вас происходило в жизни совсем недавно. И дальше посмотрим, какая невиданная удача уже на пороге, можно сказать. Да, вот скоро она уже придет в вашу жизнь. И я думаю, что вы будете очень-очень удивлены тому, какой сейчас откроете факт, да, с помощью этих карт. Хорошо, давайте обозначать наши позиции. Ну, давайте наперстками опять обозначим. Давайте так, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Демитка храпит, извиняюсь, это мой мопс. И четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Первую карту мне подтасовывать смысла нет. Это события, которые недавно происходили в вашей жизни. Это карта, по которой вы просто выбираете для себя позицию, ни больше, ни меньше. Да? И не больше, и не меньше. Так, наш первый наперсток. И первая карта. Да, вот что у вас недавно в жизни такого происходило. Ага, вышла карта у нас дух энергии. Она показывает, что вы недавно были на развилке, на распутье в жизни. И это значит, что совсем недавно вам приходилось делать какой-то выбор. Лишь бы так не было, что вы до сих пор там стоите. То есть до сих пор не можете определиться, сделать выбор и пойти по какой-то определенной дороге, которая давно уже вас ждет. Если у вас нет такого ступора, слава богу, если есть, может быть, наша невиданная удача, да, которую мы сейчас с вами нагадаем, вам поможет. Но сам факт, что перед выбором-то вы явно представали, да. Надеюсь, что вы его совершили, надеюсь, что вы по какой-то из этих вот замечательных дорожечек пошли. Вот. Ну, если нет, надо идти, надо, конечно, уже собираться в этот путь. Вот. Также недавно в вашей жизни могло быть такое событие, да, что это, наоборот, вас выбирали между кем-то и, ну, между вами и кем-то, кто-то выбирал, да. Это может быть на работе, например, между двумя сотрудниками выбирали, кого повысить или, наоборот, кого уволить. Может быть, мужчина выбирал там из двух женщин или женщина из двух мужчин. То есть не обязательно это был именно ваш выбор, может быть, вы попали в чей-то выбор. Но чаще всего, конечно, эта карта означает, что это вы стояли недавно на распутье, да, стояли и думали, как мне поступить, что мне делать на самом деле. Вот так получается. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, какая невиданная удача вас скоро будет ждать. Она уже на пороге, она уже стучится к вам в дверь. Что это? Так, ну мы здесь видим карту семерка энергии. Это такая вот карта очень прикольная, потому что здесь есть момент ясновидения, яснознания. Здесь есть момент, однако, и некоторой манипуляции, да?
То есть какой-то человек попадает на самом деле под ваш контроль в скором времени. И так как он под контроль попадает, да, для вас, то, соответственно, получается, вы можете добиваться от этого человека абсолютно чего угодно. То есть этот человек уже на самом деле в вашей власти, да. И вот я свечой тут подсвечиваю, потому что как-то мало освещения, потому что уже ночь. Вот, и хочу вам показать, что вот у нее есть вот такой человек, да, которым она управляет. А она может делать, что хочет. То есть абсолютно что угодно. Она волшебница, магиня, да. Она из любых частей может вообще создавать любых монстров. Вот, поэтому здесь вы как будто бы можете кем-то управлять. Это будет для вас невероятная удача, что человек подчиняется. Но это не обязательно с помощью магии, да. Это может быть с помощью, там, например, просто вашего обаяния. Однако раньше этот человек был неуправляемый для вас совершенно. Дальше, значит, мы смотрим следующую карту. Подробности, да, подробности. Здесь мы видим карту страх. Видите? То есть вас как будто бы что-то с этим человеком разделяло. Были какие-то предпосылки, может быть, даже к черной магии, к негативу. Также может быть такое, что человек просто вас боялся, как-то ограждался от вас, сторонился вас. И сейчас, когда вы сможете, наоборот, быть к нему поближе, да, и даже вот как будто бы ему управлять, можно даже так сказать, что он будет в вашей власти, конечно, это большая удача, потому что тут вот карта страха, она показывает, что человек буквально вас мог длительное время бояться или даже избегать. То есть это мог быть там ваш любимый человек, там ваш родственник или еще кто-то, начальник по работе. Так, к чему это все приведет, да? То есть вы увидите, что ваше влияние на кого-то более сильное, чем раньше. К чему это все наконец-то приведет? Ага, тут опять идет влияние. Вот посмотрите. Здесь у нас, значит, восьмерка материи. Она показывает, что девушка льет мужчине воск от свечи на грудь, да? И что я могу тут сказать по этой карте? Конечно же, то, что эта девушка управляет этим мужчиной. Как будто бы опять с помощью некого ритуала, да? Но не обязательно, может, это ее личная энергия. А там сзади наблюдает кто-то в двери. А знаете почему? Потому что такое чувство, что вы как вот какого-то конкурента обходите в любви, в жизни, в работе, в скором времени, понимаете? То есть вся суть этой карты именно к этому сводится. То, что вы как будто занимаете свое законное место в скором времени с помощью того, что вот ваше влияние наиболее сильно сейчас, и более сильно, чем раньше на этого человека. И вы просто начинаете занимать свое законное место, но кто-то наблюдает. То есть кого-то вы обошли, да? И получается, вы своих врагов победите, а свое законное место займете. И человек будет вам, под вашим более таким контролем, чем раньше. Такая у нас первая позиция. Такая интересная получилась, магическая, прям волшебная позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Наш котик. Итак, первая карта, что у вас недавно в жизни происходило. По ней вы ориентируетесь и выбираете, да, свою позицию. И недавно в жизни у вас была девятка крови. Это вот такой вот какой-то бал, веселье, дискотека, да. И эта карта, она показывает, что был какой-то торжественный момент. Не знаю, день рождения, корпоратив, праздник, поход в кабак. То есть танцы, шманцы, обниманцы, что-то веселое было. И если такого ничего не было, просто вы были чему-то очень рады и праздновали, да, несказанно там повезло мне. Там, да, есть повод для того, чтобы праздник был какой-то в душе тогда, раз не в внешнем мире, то в душе. То есть вот до такой степени. То есть это недавно у вас что-то было такое счастливое, я бы так сказала. И плюс она танцует прям такая с мужчиной. Может быть, вы недавно с кем-то обрели там отношения, любовь. Вам с этим человеком очень хорошо было. Вы буквально были счастливы с этим человеком. То есть это может и личной жизни, конечно, касаться, да, то есть не только там
работы там, да, или там праздников, просто праздников, а еще и личной жизни могло касаться. Почему бы и нет? Хорошо. Невиданная удача в вашей жизни на пороге. В чем она заключается? Что это будет? Давайте посмотрим, что это будет. А это будет у нас карта треугольник. Ну, треугольник это не только треугольник и все, да. Мы же видим здесь свадьбу. Да, есть соперница, которая тут привязана, так скажем, за ошейник. И она является как бы тенью, да, тенью. Но мы видим свадьбу. То есть ваша невероятная в жизни удача заключается в свадьбе. Это союз. Однако этот союз кому-то черному вон тому претит, да. То есть вам это будет, ну как сказать, знаком таким. Вы будете знать для себя, что вы кому-то, ну по сути, дорогу могли перейти этим союзом. Это может быть контракт по работе, не обязательно сама по себе свадьба. Ну, конечно, знак свадьбы для многих может означать свадьбу, что вы выйдете замуж или женитесь, это понятно. Но для тех, у кого это уже не надо, там, да, скажем, мне не надо замуж, там, жениться, не надо, мне свадьбу не хочу, ничего, то тогда это союз, там, допустим, с хорошим работодателем, бизнес-союз, хороший клиент на много лет там, или еще что-то такое. И да, у вас при этом есть конкурент. Давайте еще посмотрим карту. То есть да, при этом у вас есть конкурент. Так, следующая карта. Видите, опять повязаны двое. Это карта огонь. Она показывает, что здесь люди явно будут узами какими-то скреплены, так скажем, нитью, да, одной связаны. И огонь это как огонь страсти. Кажется, что они здесь против воли как будто бы завязаны. На самом деле они вместе что-то делали, да, их схватили и связали. То есть они это вместе делали. Здесь, наоборот, друг за друга горой, да. И, конечно, эта карта показывает ваше объединение с кем-то. Опять же, какой-то союз. Какой-то, если уж даже не любовный союз, то явный контракт, да. То есть, когда люди действительно могут очень долго сосуществовать вместе. Ну, большей частью, конечно, это касается любовных отношений. Ясно же, понятно, да, что у них большая любовь, большие чувства, страсть. И это их объединило и связало вместе там, да. Пусть сейчас не в очень хороших обстоятельствах на карте, но на самом деле эта карта символизирует все самое хорошее. То есть страсть, любовь и друг за друга горой, да. То есть вот так. Свадьба, да еще и вот такой огонь, ну это классно, конечно. Здесь явный успех идет в каком-то партнерстве. Ну и к чему это приведет, давайте посмотрим. Это у нас приведет к господину материи. Смотрите, карта показывает очень богатого человека, у которого есть его дама, она его любит, у нее, от него есть в итоге золото, очень много денег, да. То есть опять мы здесь видим пару, но эта пара стала богатой. И самое главное, что у такого мужчины есть поддерживающая его женщина во всех его начинаниях, там, да, во всех его свершениях. И, конечно, это символ богатства. То есть это все приведет к богатству. Если вас интересовало рабочее партнерство, там, да, сотрудничество, хороший контракт, должность, может быть, бизнес-партнерство, то, конечно, это приведет к вашему богатству и процветанию в этом партнерстве. Если вас интересовали отношения, это будут отношения, но еще и с высоким уровнем достатка. То есть вы, мало того, поженитесь, будете вместе, сильная страсть, друг за друга горой, так еще и в достатке жить. То есть в этом тут суть этих карт. Вот такая позиция номер 2. Очень хорошая. Очень хорошая прям позиция такая. Так, смотрим дальше. Третья позиция наша. Невероятная удача, да. У вас скоро будет в жизни самая классная, невероятная удача. Что-то прям потрясающее вас ждет. Давайте посмотрим первую карту. Это недавние события в вашей жизни, да. То есть, что у вас недавно в жизни происходило. И тут мы видим карту дежавю.
Дежавю — это карта, показывающая чувство дежавю иногда даже, да. То есть когда вам казалось, что это уже было, и это снова происходит. Но это может быть встреча с человеком, который сквозь века прошел с вами. То есть это встреча с человеком из прошлой жизни, да, и у вас это чувство сразу появилось, что вы встретили кого-то, кого вы всегда знали, или много-много веков уже знаете. Видите, они смотрят на портрет, ну, на картину, а там они их же изобразили, да. То есть это уже было много веков назад, а они сейчас смотрят в наше время. То есть они прошли, мол, сквозь века. И вот у вас может быть такое чувство. Недавно было воспоминание, чувство дежавю, что вы кого-то встретили, кого вы знаете уже очень-очень давно, да, что уже сколько прошло веков, вы уже в разных жизнях там встречались, и сейчас снова как будто бы встретились. Вот уже как быть сама по себе невиданная удача, да? Ну, на самом-то деле, согласитесь. Хорошо. Давайте посмотрим, в чем будет в вашей жизни невиданная удача на пороге уже. Давайте смотреть. Чувствую, что скоро действительно произойдет удача, потому что тут уже интересная карта такая. Ну да, карта знания. Смотрите. Знание — это сильная, большая любовь. Вот, видите, то есть люди здесь по этой карте, они, ну, как женщина владеет мозгом мужчины, да, это символ, просто это символ, это неправда, там, вы не будете никому вырывать из головы мозги, это ж понятно. Вот, символ этой карты в том, что женщина владеет головой мужчины, то есть женщина шея, мужчина голова, но она держит в руках его мозг, то есть вот так. И, конечно, это первое, что может быть, карта знания, да, она показывает очень сильную любовь. То есть это невероятная, невиданная удача встретить очень сильную взаимную любовь. Если вы уже кого-то любите, конечно, отношения здесь будут развиваться до апогея, да, когда мужчина полностью во власти женщины, но при этом он этому рад, и он ее любит от всей души. Если любовь вас совершенно не интересует, карта знания показывает очень сильные экстрасенсорные способности и их развитие. То есть, ну, буквально ведьмовство, колдовство, гадание, экстрасенсорика. То есть это будет для вас невиданная удача, что вы начнете ловить в себе уже развитие этих способностей, какие-то откровения, пророчества. Давайте еще карту достанем здесь. Я вижу здесь карту четверка энергии. Это беременность. Посмотрите внимательно, это беременность. И карта говорит о том, что кто мечтает о большой любви и родить ребенка, конечно, это к этому, да. То есть это невиданная удача, что в скором времени вы можете забеременеть, родить. Если вам возраст не позволяет беременеть и рожать, это может быть что-то вот как созидание, да, какое-то новое начало в вашей жизни, зарождение новой жизни в вашей жизни. И как бы вообще ваша новая жизнь, да. Для тех, кому ни беременности, ни роды, ни любови не интересуют, карта показывает, раз у вас пошло в ту сторону, да, знание, развитие экстрасенсорных способностей, четверка энергии показывает искусство концентрироваться, да, медитация и духовные практики, которые приводят к тому, что человек может очень сильно развиваться в сторону святости или в сторону того, что он неограниченный маг. И тут прорыв идет прям вот в этом развитии, да, в развитии экстрасенсорики или каких-то способностей, паранормальных абсолютно способностей. И вы как будто бы умеете очень сильно концентрироваться, да, и собирать энергию. То есть беременность здесь — это символ энергии большой, нового начала, новых идей и энергии. К чему это в итоге приведет? Итак, мы здесь видим господина времени. То есть для женщины это главный мужчина в ее жизни, который будет, ну, так скажем, занимать основное место, который будет делать для нее что-то хорошее, который будет ее любить. Для мужчины это очень такое прочное положение в обществе, да, когда мужчина действительно богат и
плотно, так прочно стоит на своей социальной ступеньке, многого может добиваться в работе, в труде, в карьере, благодаря союзу с женщиной. Ну, а женщина, вот, и ваш мужчина добьется всего благодаря союзу с вами, да? Если экстрасенсорику имеем тут в виду развитие способностей, то, конечно, эта карта говорит о том, что вы сможете даже поворачивать время вспять. То есть буквально все стареют, вы молодеете. И, ну, это уже, так скажем, сильное развитие, да. И это когда уже вы, ну, пройдете какой-то вот этот этап посвящения. Это все зависит от вашего упорства. То есть как вы будете развиваться, это зависит от вас. Главное, что та невиданная удача, она придет к вам, да, что вы обретаете это знание, обретаете это развитие. И, соответственно, им просто нужно научиться пользоваться и как-то стараться с ним работать, с этим развитием, ну, с этими способностями, развивать их, да. Вот такая позиция номер 3. Хорошо, к позиции номер 4 идем, сова. Итак, невиданная удача у вас на пороге. Что это будет? И первая карта – это что у вас недавно в жизни происходило. Извиняюсь за храп моего мопса. Он по ночам спит, он не бодрствует, да? Итак, как я, не бодрствует, как я. И тут у нас, значит, девятка энергии вышла. Девятка энергии показывает, что недавно либо кто-то у вас просил последнего шанса, либо это вы попросили у кого-то последний шанс дать. То есть об этом карта. Она всегда, это сложенные руки в мольбе, но не просто руки в мольбе, да. Эта карта именно показывает, что просьба о последнем шансе. Дай мне последний шанс, дай мне последний шанс. Это может быть в работе, это может быть в личной жизни. Или даже вы у Бога просили недавно, дай мне последний шанс, дай мне хоть один шанс. Помоги мне и дай мне шанс. То есть вот так вот может быть. Вот недавно именно такая карта в вашей жизни, что это недавно у вас происходило. Если вы узнаете, о чем речь, если вы поняли намек, да, от этой карты, сложенные в молитве руки и просьбу, если вы это все помните недавно, то смотрите дальше. Итак, невиданная удача в вашей жизни на пороге. Что это будет? Давайте смотреть. Что это будет? И тут у нас, значит, слуга времени. Конечно же, это открытый путь, дорога, путешествие, да. То есть карта сразу же показала, что если вы надеялись, а может уже и не надеялись на путешествие, на дорогу, на переезд, на визу, открытие визы или еще что-то, то у вас это сбудется просто в скором времени. Это вы воспримете действительно как невиданную удачу. То есть вас ждет путь. Путь, дорога, открытые пути, да, открытые двери, может быть, какие-то. И получается, может быть, переезд, новое жилье просто. То есть это действительно вот вы воспримете как невиданную удачу. Возможно, на это повлияет мужчина, может быть. Давайте посмотрим еще карту здесь. И следующая карта вот как раз-таки точно мужская. Здесь у нас 8 энергии. И посмотрите, мужчина, какой он сильный, да, все рукоплещут ему, тянут к нему руки, потому что смотрите, какой он мощный, и у него есть очень много энергии. То есть здесь опять же может быть какой-то мужчина сыграет важную роль в том, что вы или поедете куда-то, или будете, там, не знаю, переезжать, да, или путешествовать, или что-то вот состоится как переезд. То есть и также это очень большой мощный заряд энергии. Скоро к вам придут действительно благоприятные новости, которые прояснят ваш вопрос. Да, вот у вас какой-то вопрос стоит, они прояснят. И вы тоже это будете воспринимать как невиданную удачу, да, что вопрос прояснился, проблема решена. И, соответственно, вы будете заряжены. Ну, то есть вот прям чувствовать, что у вас очень много энергии сейчас в жизни. Так, и к чему это все приведет? Давайте смотреть. Ну, ой, извиняюсь. Тут у нас, значит, воин энергии. Это мужчина, который делает для вас абсолютно все. Может быть, вы встретите такого человека в дороге, может, при переезде. То есть вообще карта означает подарки от мужчины, знаки внимания, ухлёстывает, не дает прохода.
То есть вот к вам, вам вообще вот вся эта история, которая даст невиданной удачей, оборачивается тем, что у вас появляется очень дикий ухажер, который вообще не отстает. Приятно вам, неприятно, это уже вам решать. Но забросает цветами, подарками, знаками внимания. Если вы мужчина, это обернется тем, что вы очень сильно к кому-то будете испытывать страсть и влечение и не будете давать какой-то женщине прохода. Если вы женщина, мужчина прям вот просто вас будет преследовать, но не по-плохому, а по-хорошему. И влюбится, очень сильно влюбится. Не знаю, ответите вы или нет, но в чем-то в жизни он вам очень поможет, этот человек. Прям очень-очень. Если вы уже влюблены, если у вас уже есть мужчина, он станет дико обходительным, очень заботливым. Не отходить от вас ни на шаг, понимаете? То есть даже на работу, не знаю, как он будет уходить, что вас боится оставить. Вот такой мужчина. И у вас 3 мужские карты выпали. Для женщины это знак, конечно, что будет рядом человек. Может, даже не один, кто... Ну, будет один, который больше всех борется за вас и очень сильно влюбился. Вот так могу сказать. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Демид уже превозмог все звуки по громкости, какие только издавал, мне кажется. Слышите его храп? Сейчас. Слышите, как храпит? Это мой мопс. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.